Что могло заставить HYBE содрогнуться? Это всего лишь случайные встречи? Или за этим скрывается нечто гораздо более глубокое и удивительное? Чимин встречается с Чингуком после ухода Тэхёна из BTS, но что-то остается незамеченным. Что-то кажется не так. Секрет, предательство, слезы или роковое решение? Узнайте неожиданные ответы, которые СМИ никогда не раскрывали. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить следующую часть. Она будет еще безумнее. Когда в последний раз молчание становилось оглушительнее плача? Когда в последний раз чей-то пустой взгляд огласил больше 1000 официальных заявлений для прессы? И что еще важнее, почему именно Чимин пришел навестить Чингука после ухода Тэхёна? Вопрос повис в воздухе, тяжелее, чем влажный воздух репетиционной студии HYBE на 6-м этаже той ночью. Ровно через 3 дня после официального объявления, которое заставило интернет содрогнуться, а всю ARMY мира замереть на месте. Тэхён покидает BTS. Не перерыв, не отпуск, а уход. Ушел с коротким заявлением и легкой улыбкой, слишком спокойной для события такого масштаба. HYBE попытались все упростить. Личное решение – долгий процесс. Привет от всех участников. Но камера, запечатлевшая лицо Чингука во время пресс-конференции, как раз когда было упомянуто имя Тэхёна, сохранила историю, которую не смог бы изменить никакой монтаж. И в ту ночь, когда Чингук вернулся в свою старую студию один, чтобы посмотреть в зеркало, которое годами было безмолвным свидетелем их борьбы, кто-то медленно открыл дверь. Не менеджер, не сотрудник, а Чимин. Да, Пак Чимин. С лицом, которое не могло решить, злиться ему или плакать. Эта встреча не была запланирована. Ее не было в сценарии. Ее даже не было в планах Чингука. Но все же, когда раздался скрип двери и комнату наполнил знакомый аромат цитрусовых духов, Чингук не повернул голову. Не сразу. Прошло 3 дня, Чингук. Голос Чимина был тихим, но в нем чувствовалась дрожь, словно кто-то держал в руках что-то тяжелее слез. «И ты идешь?» — ответил Чингук, все еще глядя в зеркало, словно пытаясь найти в себе что-то, чего не мог обнаружить. Снова тишина, но необычная. Эта тишина была словно остановка времени, освобождающее место для всех ран, которые еще не успели высказаться. И тут медленно приблизились шаги Чимина, словно он сам не был уверен, что ему здесь не место. «Я знаю, что сейчас не время», — сказал Чимин, наконец встав рядом с Чингуком достаточно близко, чтобы их изображения слились в зеркале. Чингук нахмурился. Не от гнева, а потому что был один вопрос, который было слишком больно задать. «Почему ты его не остановил?» Но вопрос не вырвался. «Пока нет». HYBE паникует, продолжил Чимин. Всем спонсорам, СМИ, инвесторам нужны объяснения. Но они не знают, что мы тоже не знаем, что на самом деле произошло. Это как бомба, которая не взорвалась. Мы тоже не знаем. Лгут не только ARMY. Даже участники группы слепы. Тэхён не отвечает на звонки. Он не отвечает на сообщения. Он не пришел на последнюю встречу. Чингук наконец поднял голову. Его лицо было твердым, но глаза покраснели. Он говорил со мной накануне вечером. И тогда все начало меняться. Он сказал что-то, что заставило меня подумать, что он не вернется, тихо сказал Чингук. Чимин затаил дыхание. Что он сказал? Чингук пристально посмотрел на Чимина. Это причинило боль. Он сказал: «Я не могу быть частью того, что причиняет тебе боль, Чингук». Чимин сделал шаг назад. Выражение его лица мгновенно изменилось, словно он только что осознал, что дело не только в уходе, но и в причинах, стоящих за ним. И эти причины были не связаны с Тэхёном. Дело было в Чингуке. «Я не понимаю», – прошептал Чимин. «Не ты должен понимать», – ответил Чингук. «Я тоже».
В 23 часа 18 минут здание HYBE было почти пустым, осталось лишь несколько сотрудников, слишком напуганных, чтобы уйти домой первыми. Но репетиционный зал оставался освещенным, словно зная, что сегодня вечером произойдет нечто гораздо большее, чем просто воссоединение. Потому что после этой фразы Чимин больше не говорил как коллега. Он говорил как человек, который был свидетелем и, возможно, хранил в тайне всего, что происходило за кулисами. «Ты помнишь, что было 2 месяца назад?» — спросил Чимин. Чингук замолчал. Конечно, он помнил. Тот раз, когда Тэхён тайно уехал в Париж. «Ты знаешь, почему он туда поехал?» — спросил Чингук. Чимин уставился в пол. «Я думал, это для фотосессии». «Видимо, нет». «Я сказал ему уйти», — ответил Чингук. Эта фраза заставила Чимина поднять голову, он был шокирован и как-то обижен. Я сказал ему держаться подальше некоторое время, потому что больше не мог со всем этим справляться. Взгляды людей, бесконечные вопросы. Давление, которое каждый день словно перехватывало дыхание. «Чингук», голос Чимина был едва слышен. И он согласился. Но, когда он вернулся, все изменилось. Он был словно незнакомец. Спокойный. Умиротворенный, но слишком умиротворенный. Как будто все решил еще до того, как мы успели спросить. Чимин прикусил губу, пытаясь сдержать слезы. Я думал, что смогу все это выдержать. Но оказалось, что потерять его – это все равно, что потерять часть себя, которую я не смогу восстановить. В 2 часа они сидели на полу, оба, в комнате, которая была свидетелем их многолетних упорных тренировок. Не было слышно ничего, кроме шума кондиционера и их несинхронного дыхания. И в этой тишине Чимин наконец сказал что-то, отчего сердце Чингука затрепетало сильнее, чем когда-либо. «Знаешь, я тоже виню себя». Чингук поднял глаза. Лицо Чимина было мокрым. «Потому что я знаю. Я знал, что произошло между вами двумя, и я позволил всему случиться, как будто все само собой уладится». «Ты не виноват», — быстро ответил Чингук. «Но я мог бы остановить тебя тогда. Когда ты начал меняться, когда ты начал отдаляться от всех. Я это видел, но молчал». Чингук покачал головой. «Я тоже тогда не знал, кто я». Снова тишина. Но на этот раз не потому, что они не знали, что сказать. А потому, что оба понимали, что бы ни было сказано сегодня вечером, это не изменит реальность. Тэхён ушел, и никто еще не знает, вернется ли он. Но прежде чем ночь окончательно закончилась, Чимин произнес еще одну фразу. Фразу, которая изменила ход их истории. Есть одна вещь, которую HYBE скрывает. И я не знаю, готовы ли вы ее услышать. Чингук напрягся. Его глаза тут же устремились на Чимина, полные напряжения. «Что ты имеешь в виду?» Чимин посмотрел прямо перед собой. Тэхён ушел не потому, что хотел. Его заставили уйти. И в ту же секунду весь воздух в комнате словно исчез. А что, если окажется, что все, что вы знаете до сих пор, лишь часть тщательно продуманного сценария? Что, если каждое заявление, каждое видео и даже улыбка на пресс-конференции – всего лишь тонкий экран, скрывающий нечто гораздо более мрачное? И что, если HYBE знали все это с самого начала? Заявление Чимина повисло в воздухе, как нож. Холодный, острый, перекрывающий дыхание Чингука еще до того, как он успел ответить. Тэхён был вынужден уйти. В эту фразу было слишком тяжело поверить сразу, но слишком очевидно, чтобы ее игнорировать. Что значит «вынуждены»? Голос Чингука дрогнул, словно ему нужно было убедиться, что он ничего не услышал неправильно. Выражение лица Чимина не изменилось. HYBE не говорили об этом прямо. Конечно, они не настолько глупы, медленно начал Чимин, но они загнали его в угол. Они изменили его расписание.
Они ограничили его участие. И более того, они шпионили. Шпионаж. Чингук едва поднялся. Чимин медленно кивнул. В нашей тренировочной комнате были дополнительные камеры, о которых мы не знали. Камеры не были подключены к системе, к которой мы привыкли. Я знаю это, потому что один из сотрудников отдела освещения, который раньше помогал со съемками за кадром, случайно нашел этот файл. И что? Ты его видел? Дыхание Чингука участилось. Видел. Я видел содержимое. Лицо Чимина напряглось, словно он открыл рану, которая еще не успела зажить. Я видел ночь, когда вы с Тэхёном поссорились в репетиционной комнате. Ночь, когда он чуть не ударился о стену, а ты держал его за руку. Камера записала все. Не с обычного ракурса, а сверху. Ракурс, о котором мы не знали. Чингук молчал. В ту ночь. Да. Ночь, о которой он никому не рассказывал. Ночь, когда все казалось неправильным. Когда он и Тэхён наконец-то признались друг другу в чувствах, которые так долго таили в себе. Боль, растерянность, ощущение контроля, заточение, наказание за попытку жить как простые смертные, а не как айдолы. HYBE это видели? Прошептал Чингук. Не просто видели, ответил Чимин. Они это сохранили. И я уверен, что они этим воспользовались. В 1 час 12 минут в здании HYBE воцарилась полная тишина. Снаружи уличные фонари медленно начали гаснуть, и пошел легкий дождь. Но внутри репетиционного зала 2 бывших лучших друга стояли на пороге правды, которая могла разрушить все. После этого, продолжил Чимин, Тэхёна позвали. Без тебя, без нас. Закрытое собрание. Даже Намджун не знал, что там произошло. А потом он изменился, пробормотал Чингук. Он успокоился. Слишком затих. Думаешь, это потому, что он обрел покой, но на самом деле он сдался? Слова Чимина прозвучали как удар. Чингук снова сел на пол, руки дрожали, дыхание было тяжелым. «Почему ты не сказал мне с самого начала?» «Я не знал как», — сказал Чимин, и слезы снова потекли по его щекам. «Я боялся. Если я открою рот, они могут разорвать твой контракт». Чингук ничего не сказал. Чимин кивнул. «Но теперь», — продолжил он, — «они больше не могут все скрывать, потому что я не единственный, кто знает». Чингук поднял глаза. «Ты имеешь в виду?» Чимин дрожащим пальцем разблокировал телефон. Он открыл скрытую папку. Одно видео. Оно длилось 2 минуты и 4 секунды. 7 секунд. Без подписи, без метаданных. «Вот запись», — прошептал Чимин. «И она хуже, чем я себе представлял». Едва сдерживая движение, Чингук взял телефон, нажал кнопку воспроизведения, и в одно мгновение его лицо изменилось. Глаза расширились, дыхание участилось. Это было видео той ночи, когда произошла их ссора. Но еще более ужасающим был финальный кадр видео. Крупный план лица Тэхёна, отвернувшегося от камеры и шепчущего Чингуку: «Если они хотят нас разлучить, то отпусти меня первым». Эта фраза, она никогда не произносилась в ту ночь. Чингук был убежден. Фраза не была произнесена, но она была на видео, и оставалась только одна возможность. Видео было сфальсифицировано. «Я знаю, о чем ты думаешь», — голос Чимина дрогнул. «Но у меня нет доказательств, что они это отредактировали. Я взял это со старого жесткого диска. Его название даже не на корейском». «Кто это прислал?» — спросил Чингук. «Я не знаю», — покачал головой Чимин. «Но перед уходом Тэхён однажды дал мне небольшой накопитель. Он сказал, если я исчезну, выясни правду. Не спрашивай меня. Спроси их». Я думал, это просто его намек на HYBE. Но оказалось.
Чингук закрыл лицо руками. Почему он не сказал мне напрямую? И в этот момент, впервые с момента их встречи той ночью, комната превратилась не в место поиска ответов, а в комнату исповеди. Пространство страха и беспомощности для двух людей, которые поняли, что мир, который они защищали, манипулировал ими с самого начала. «Мы должны поговорить», — наконец сказал Чимин. «С кем?» — спросил Чингук. «Со всеми участниками». «Ты уверен, что они нам поверят?» Чимин поднял лицо. Лицо, хоть и усталое и заплаканное, все еще горело неугасимым огнем решимости. Уверен, они тоже что-то подозревали. В 20 часов 9 минут, когда ночь была слишком тихой, чтобы ее можно было назвать живой, Чингук и Чимин вышли из комнаты, но не с облегчением, только с решительным страхом. Они знали, что с той ночи их жизнь уже никогда не будет прежней. Но прежде чем окончательно закрыть дверь, Чингук снова обернулся к комнате. Его взгляд был пустым, но губы шептали что-то, что могли услышать только стены. «Прости, Т. Я должен был подраться с тобой». И в ту ночь впервые не только HYBE боялись потерять контроль. Эйяр и Муай тоже не знали, что правда, которую они ждали, может оказаться гораздо болезненнее, чем они себе представляли. Что бы вы сделали, если бы кто-то оставил вам сообщение, но вы поняли его смысл только тогда, когда было уже слишком поздно? Что на самом деле хотел сказать Тэхён перед уходом? Действительно ли он отказался от всего? Или это был просто его последний шанс защитить кого-то? Утром Чингук сидит в пустой комнате общежития, окруженный обрывками своих воспоминаний. Дождь все еще идет, не сильно, но достаточно, чтобы мир замедлился. Его телефон лежит на столе, все еще показывая видеозапись Чимином прошлой ночью. Но его взгляд не на экран. Он смотрит на пустую стену. Тишина. Все кажется нереальным. Как будто его жизнь внезапно превратилась в пластинку, проигрываемую в замедленном темпе, и каждая секунда содержит слишком тяжелое сожаление, чтобы его вынести. Вдруг телефон вибрирует. Одно входящее уведомление из его облачного аккаунта, который он не открывал 2 месяца. Аккаунта, о доступе к которому знают только он и еще один человек. Дрожащими руками Чингук открывает уведомление. Сегодня утром загрузили новый файл. Аудиофайл. Без названия, без пояснений, но с указанием продолжительности 4 минуты и 14 секунд. Чингук знает это число. 4 часа 14 минут было их любимым временем до репетиции танца для вступления к песне «The Untold Truth». Он тут же надевает наушники. Дыхание прерывается. Затем он нажимает кнопку воспроизведения. Голос Тэхёна. Медленный. Мягкий, но напряженный. Если ты это послушаешь, значит, я больше не могу говорить с тобой напрямую. Чингук, я знаю, ты рассердишься, потому что я не все тебе рассказал, но я сделал это, чтобы ты мог выжить. Звук в записи дрожит не из-за технических проблем, а потому что Тэхён явно пытается что-то сдержать, возможно, слезы или эмоции, которые он слишком долго подавлял. Ты помнишь ту ночь, когда мы были на крыше студии? Начинает он.